Привет всем! Я продолжаю рассказывать о том, как я изготавливаю шопер в бохо стиле. Та декоративная деталь, которую я вам вчера показывала, полностью закончена. Выполнен последний центральный портал с перевитыми столбиками. Вот как это выглядит вблизи. И впереди у меня сборка внешней части сумки. Сама сумка будет выполнена вот из такого льна натурального цвета. Лен достаточно плотный, грубый, но тем не менее все равно нужно будет придать форму сумки. И для этого у меня будет внешняя подложка под рисунок черного цвета из черного льна, проклеенная флизелином. Подложка выполняет две роли. Во-первых, она будет держать стенки сумки. Во-вторых, она будет выполнять роль контраста для того, чтобы рисунок декоративной детали был более четко виден издалека и вблизи, в общем, хорошо выделялся. Почему я выбрала подложку черного цвета? Потому что дно сумки, которое я купила, тоже черного цвета. И, соответственно, ручки у сумки тоже будут черного цвета. И поэтому вышивка, которую я нанесла на декоративный участок, тоже черного цвета. Таким образом, сумка будет выполнена в двух цветах: натурального льна и черного цвета. Еще хотела показать, как я обрабатываю с изнаночной стороны декоративной детали нитки. Я стараюсь все делать достаточно аккуратно, все внимательно и аккуратно заправлять. Вот, например, здесь узелок нитки, вот он аккуратненько спрятан. Вот здесь узелки, там, где пришлось добавлять дополнительные нитки, потому что, естественно, ниток уходит много, и невозможно одной ниткой выполнить всю деталь. Вот таким образом я стараюсь скрывать, аккуратно обрабатывать, чтобы эти нитки никаким образом, хвосты ниток не висели с изнаночной стороны, потому что деталь достаточно ажурная, и эти хвосты могут всегда вылезти через вот эти промежутки, свободные промежутки, ажурные ряды. Поэтому приходится все аккуратно заправлять. На сегодня, пожалуй, все. Дальше буду держать вас в курсе о том, как продвигается изготовление шопера. Пока-пока!